Привет! Если у вас есть вопрос, кто мой будущий мужчина, где я его встречу, что он будет за человек и когда это произойдет, все такие темы, да? И вообще, будет ли у вас еще какой-то мужчина или тот, с которым вы сейчас, он единственный для вас? У всех будет ответ, независимо от вашего статуса, возраста и независимо от того, когда вы нажали это видео посмотреть. Я сегодня буду работать для вас на картах Боттичелли. Это очень красивые карты Таро. И здесь символы 15 века, то есть проверенные временем символы, которые ответят на ваш сокровенный вопрос. Вообще, будут ли у меня еще отношения? Если вы сейчас в отношениях, можно узнать, а вообще в жизни у меня еще будет мужчина другой? Этот вопрос волнует всех женщин, включая меня саму, правда? И мы сейчас посмотрим, будут ли у вас еще когда-либо отношения в жизни с кем-то другим. А если вы не в отношениях, еще более плотно можно просмотреть его, будущего мужчину, его мысли, чувства, его характеристики. Нам очень важно узнать характеристики человека, его характер, внешность, заработок, конечно, волнует, потому что никто не хочет иметь человека рядом, который не состоялся, да, особенно если он мужчина. И тоже его профессия, как он будет в разговоре, в общении, вообще в делах, да, и в отдыхе, потому что часто люди бывают в делах очень хороши, а на отдыхе они ужасно себя ведут, ужасно, думают только о делах. Но мы здесь все просмотрим о нем. Вы загадали своего будущего мужчину. И мои расклады лучше смотреть ненавязчиво. То есть не волноваться и не переживать. И не переживать. Здесь дополнительная карта, она откроется потом, в самом конце. Я буду делать кельтский крест по моему методу. Это кельтский крест именно по эзотерическому методу, который я сама открыла такой метод выкладки кельтского креста. Надеюсь, вам будет все видно. Карты просто замечательные. Они очень смело говорящие. Они сияют просто. И вот это сияние, оно дает им экстра значение, потому что вообще вы знаете, что сияние – это свет. Свет дополняет. Здесь две карты вышло. Я и возьму две. Вот здесь будет дополнительно видно. Я так определю наискосок, чтобы вы знали. Смотрите, опять две карты вышли. Значит, будет дополнительное здесь. И еще вот в эти дома добавлю, поскольку это вот эти боковые дома, они открывают тонкости и секреты. Итак, расклад выложен. Поскольку у меня в позиции будущего есть 3 карты, я еще добавлю, вернее, в позицию прошлого, да, это прошлое, что уходит навсегда, я добавлю еще в позицию будущего тоже 1 карту. И начнем с вами разбираться, что это за мужчина грядет или вообще когда-то в жизни будет. Может, через 20 лет, да, будет еще какой-то у вас мужчина один. А все расклад покажет, раскроет, и я сделаю для вас резюме. Подведу итоги. Вот этот, кстати, вот этот дом, это дом итогов. Вот есть итог, совет вам, этот дом. А тайная карта, она будет резонировать особенно с итогом. Посмотрим ее в конце. Итак, будет ли вообще у вас мужчина в будущем еще? Покажет вот эта карта. Это 3 жезлов. Она говорит, что обязательно будет. Потому что 3 жезлов – это карта очень положительная, и она имеет энергию. То есть, если вы уже были в отношениях, будет еще одни отношения. Если вы сейчас в отношениях, будет еще когда-то у вас еще какой-то человек один, да. Один точно будет. И этот один человек, который будет, он внесет в вашу жизнь много энергии, он будет совершенно отличаться от предыдущего, и по характеру будет отличаться, и по, знаете, по предпочтениям, по заработку, кстати, будет более денежный мужчина, по заработку тоже будет отличаться здорово. Он также будет иметь характеристики людей, которые вам раньше не были знакомы. Его вот поведение в обществе будет другое, его статус будет повыше, потому что жезл – это более высокий статус даже, да. Отлично, совершенно отлично будет для вас. Теперь мы посмотрим самые главные черты
его, это будут здесь. Вот здесь, когда вы будете готовы. Вот эта позиция, когда вы будете готовы его встретить. А вот здесь именно он. Его самые главные черты, остальные черты будут дополнительными. Итак, обратите внимание на эти две карты. Смотрите, опять жезлы. Очень активный мужчина, очень действенный мужчина, который будет любить детей. Может, у него будут дети от первого брака. Может, у него будет престарелая мать, за которой он будет ухаживать. Очень чувственный, нежный человек. Очень нежный. И у него на все хватает сил. Какой-то бизнесмен с хорошим доходом. На все у него будет хватать сил. Решительный очень, потому что здесь у нас туз меча. Очень решительный. Интересно, что эта карта, она напоминает историю короля Артура. Только там меч был в камне, и Артур его вытащил, потому что он был самый сильный из всех и стал королем, и легендой, и вообще в британской мифологии Артур – это символический Христос для нас всех. Он спаситель, он придет помогать людям, если нужна будет помощь. Вот там точно легенды Артура, они как христианские для нас. То есть, другими словами, он спаситель будет для вас, как Артур. Он в нужную минуту появится. Он появится тогда, когда вы его вызовете к себе. Вы вызовете его дух, и потом он появится в теле. Вызывается вначале, конечно, дух человека, потом он появляется в теле. Этот мужчина войдет в вашу жизнь, когда, видите, здесь лес такое таинство, когда вам нужен будет человек для очень тесного общения, для взаимопонимания. Он попадет в вашу жизнь тогда, когда вы определитесь для себя именно какого мужчину вы хотите. И он, этот мужчина, полностью, вот как перчатка подойдет, совпадет с тем, что вы себе мечтали долго, на что вы надеялись, какие вы выводы сделали из предыдущих отношений и на что вы готовы. И вы готовы на серьезные отношения, и он тоже будет готов. Он будет готов быть вашим спасителем. То есть спасет вас от самой себя одинокой, от самой себя печальной, от самой себя, которая жалеет о прошлом и знает, что в прошлом были такие моменты, когда у вас был шанс сделать что-то по-другому, сделать что-то лучше. Но этот шанс, он был нарушен какими-то внешними обстоятельствами, какими-то внешними препятствиями. И сейчас появится такой человек, который возьмет на себя ответственность за то, что другой человек в вашей жизни предыдущий не смог. Он завершит те дела, которые предыдущий не смог совершить в вашей жизни. Вот он не орел был, знаете. Помните, такой фильм был? Вот ты хороший мужик, но не орел, Мордюкова сказала. Мне так это запало в душу. Так запало в душу. Сколько таких мужиков, да, или мужчин есть у нас, и есть примеры таких мужчин в нашей личной жизни. Вот хороший мужик вроде, да, и для всех старается, на работе старается, его любят, уважают, он такой герой, спаситель, да. Если спросишь о нем, у сослуживца скажут: замечательный человек, замечательный, профессионал, знает, как помочь другим сослуживцам, да, и достойный работник, берет на себя ответственность, а дома нет, а дома он другой. Вот а дома он смотрит на свою женщину, чтобы она взяла за него ответственность. А дома он в кусты. А вы должны и заплатить за все, и проплатить, и запланировать отпуски на кухне, там подсуетиться. И везде вы должны командовать. Он как бы ждет вашей команды. Есть много таких, мужиков я называю, своеобразное такое название им, да, которые вроде бы и приличные люди, но они до такой степени стараются на работе быть приличными людьми, и там в социуме, знаете, с друзьями даже, и даже с семьей, я вижу вот здесь, да, мать заботится о матери, о детях, может, своих, или даже о брате и сестре может заботиться, кстати. А когда касается отношений, он выдыхается. Потому что он полностью себя раздал другим людям. Пришел домой, и уже маленький мальчик в коротких штанишках, и у вас сексуально не хочется с ним иметь близости. А вы знаете, что он хороший человек? А вы знаете, что он много для других хорошего сделал? И вы знаете, что он и для вас может сделать? Раз он столько хорошего может сделать для сослуживцев, для своих родителей, да,
для соседей даже, вот знаете, сразу оживает, когда соседи входят в дом, и такой балагур становится, и вроде харизма появляется. А только дверь закрылась, сразу сник, сразу вот какой-то такой уставший, и на вас перекладывает ответственность. Вот это был ваш бывший, дорогие. Понимаете, я описала вашего бывшего. Или в этой жизни, кстати, или в прошлых жизнях. Кто скажет, не резонирует? Девочки, мои расклады резонируют со всеми. Это может быть мужчина из вашей прошлой жизни вот такой. А этот, который грядет, он и ответственность за семью, за ребенка своего, за брата и сестру возьмет, но в то же время он сумеет поставить стоп, если это too much, если это слишком если. И он будет сильный именно для вас. Именно для вас. Он поставит стоп на этом. Мало того, вы, наверное, тоже унаследовали от своего бывшего в этой жизни или в прошлой жизни, где вы тоже заботитесь о всех, где вы тоже так как бы по кусочку себе раздаете. Этот кусочек маме отдам, этот кусочек деткам отдам. И мы особенно, девочки, мы деткам отдаем самый жирный кусочек, да? Вот. А отношениям как бы все, что осталось. Вы, может, унаследовали от своего бывшего, потому что мы люди. Даже если мы какое-то короткое время прожили с кем-то другим, мы берем от друга многое, да? Как бы впитываем характеристики друг друга. И если вы впитали такую характеристику, он поставит стоп на этом. Он скажет: теперь, дорогая моя, это я и ты. И твоя семья, все, что было до меня, это хорошо. Он вообще будет такой, умный, да. Все, что было между нами, что есть между нами сейчас, это более важно, чем все, что было между тобой и людьми в твоем прошлом. Смотрите на эти карты, дорогие мои. Здесь вы представлены, да, вы король жезлов. И я точно сказала, вот, знаете, когда говорила о нем, я затронула тему вас. Вы король жезлов, то есть вы выполняете мужскую функцию в вашей семье. До сих пор вы выполняли. Вы были, как говорится, и на дуде игрец, и жнец, и... Ой, я знаю, есть такое выражение, но я точно не помню. И жнец, и пекарь, что-то такое, и на дуде игрец. Девочки, напишите красивое выражение, я хотела бы его вспомнить. Так вот, вы вот здесь, на этой карте, именно такая и была всегда. Ну, смотрите, какое замученное немножко лицо у вас, да, и забота о всех. А он поставит на стоп на этом. Он скажет: дорогая, все, теперь будет стоп. Теперь ты и я, это номер один у нас. Очень хорошая карта вышла, 8 пентаклей. Вы готовы будете к этому мужчине. И когда вы будете к нему готовы, он войдет в вашу жизнь. Да, у вас еще будет мужчина в жизни, когда вы будете к нему готовы. Ведь 8 пентаклей – это то, что вы будете его искать такого. Потому что сейчас в этом раскладе это ваше программирование себя на удачные будущие отношения. Вы вызываете этого мужчину из всей эзотерики 7 миллиардов людей. Вы хотели бы примерить эти туфли, да? Как я говорю, что весь мир – это обувный магазин, когда мы ищем. Вы хотели бы примерить эти туфли, вы хотели бы сейчас увидеть его, вы его вызываете, и он появляется в вашей жизни. Потому что вы работаете над этим. Вы работаете над тем, что в этой жизни я хочу быть счастлива, я хочу найти свою родственную душу. Понимаете, я хочу найти человека, с которым не только постель, но с которым будет взаимопонимание, взаимоуважение. И это произойдет. Очень хорошие карты. По этим картам вы очень благородный, достойнейший человек, благороднейший. И вам встретится благороднейший мужчина по 4 жезлов. А еще все ваши характеристики он будет иметь в 4 раза больше. То есть сколько вы зарабатываете, да, он будет иметь 4 раза больше денег. Понимаете? Он будет иметь 4 раза больше силы. То есть, он пополнит ваши силы, которые вы растеряли в прошлых отношениях, в ущербных отношениях, когда вас могли обижать, могли не понимать вас, могли вампирить по отношению к вам и заставлять вас работать и работать и работать. По 8 пентаклей вы работали, не покладая рук. И теперь придет мужчина, который скажет: а мы теперь с тобой вместе будем делать, а мы теперь с тобой оба, вот туз меча говорит, мы оба настрадались,
оба настрадались, и мы знаем дорогу к счастью. Ты и я теперь будем вместе идти по этой прекрасной дороге. Очень хорошие ваши две позиции. Вы встретитесь, потому что будет любовь, взаимопонимание, и вы сразу почувствуете, это человек, которого я знаю. Кстати, вот есть такое убеждение эзотерическое, что когда мы знакомимся с кем-то, и нам человек интересен, мы хотим с ним жить, обычно это ситуация, когда в прошлых жизнях мы уже знали эту душу. И теперь опять происходит встреча такая важная. Теперь я посмотрю много других позиций, и вот эти главные, кстати, две, сейчас будут резонировать самой главной картой, это тройка жезлов. Вы понимаете, что он представлен 4 жезлами, вы представлены королем жезлов. Ну, потому что вы сильная женщина, да? Но вы больше не плачете у окна, как в песне поется, а вы сильная женщина, которая найдет своего сильного мужчину, он будет в вашей жизни. Тут еще в самом центре есть тройка жезлов, а это ваше творчество, это вот этот будущий человек, которого я описала. На чем все строится? Какие его характеристики из рода и ваши, которые вы возьмете с собой в эти отношения? Ну что ж, 6 жезлов. Это характеристики, так когда мы открыты к перспективе отношений. И здесь я вижу путешествие, здесь я вижу человека, может, из другого города, из другой страны, из другого социального круга. И я вижу здесь ангельскую защиту, не зря крылья. Розовые крылья – это крылья любви. Крылья любви даются вашим отношениям. И опять жезлы. И опять жезлы. То есть его характеристики были вам знакомы с рождения. Вы с детства знали, что именно такой мужчина вам по судьбе, но до сих пор не встречался. И вы брали человека серединка на половинку. А когда вы увидите его, вы сразу поймете, это же тот, которого я видела, будучи даже еще и подростком. Видела в своем будущем. Потому что мы все вообще-то ясновидцы своей жизни. И еще здесь вышел рыцарь чаш. Рыцарь чаш – это тогда, когда происходит встреча. Рыцарь – это вестник. Он вам говорит, у тебя еще будет любовь. Даже вот с самого детства вы знали, что именно такая любовь у вас еще будет, потому что рыцарь жезлов – это посланник самого Творца. Вам посылается новый ангел любви. Новый ангел любви возникает тогда, когда возникают новые отношения. Конечно, рыцарь на белом коне, другими словами, здесь он и такой и есть, рыцарь чаш, извините. Рыцарь чаш – это ваш будущий мужчина, который будет в вас влюблен. И интересно в этом раскладе, что будущий мужчина был вам предопределен. Он был вам предопределен буквально в ваше рождение, потому что это фундамент, с каким предназначением вы родились. Вот вы сейчас меня родились, наверное, да, правильно? Вы, вообще не важно, потому что я, когда предсказываю, это, не важно, какие слова я употребляю, да, важно, что идет с потока и что я оттуда для вас вынимаю. И карты активируют такие потоки самого Создателя. И смотрите, при рождении вам было предопределено встретить этого мужчину немного позже в жизни. Здесь, может быть, вы его встретите, я бы сказала, где-то с 35 до 75 лет. У вас есть шанс, девочки мои разного возраста, все на канале, и у вас есть шанс встретить такого мужчину. Ангел любви вам давался при рождении, и еще при рождении высшие силы уже имели для вас его. Он был запрограммирован для вас прямо с самого основания вашей жизни. Что уходит навсегда? Вот эта позиция, что уходит навсегда. И интересно, что уходит какой-то король меча. Это может быть ваш отец, который очень жестоко с вами обращался в детстве, поэтому так долго вам пришлось ждать настоящего мужчину, да? Вы долго, может, боялись и не верили, не доверяли мужчинам, потому что король меча – это ваш отец, который или бросил вас в детстве, бросил семью, ушел к другой женщине, либо это отец, который жестоко с вами обращался, не любил вас, оскорблял, обижал вас очень сильно, обещал именно женщину вас, вернее, извините, обижал именно женщину у вас. Эти карты такие говорящие, я не успеваю все проговорить, иногда даже слово получается не таким, как надо, потому что из-за света, который они показывают, очень и очень сильно
они дают энергию, сильную энергию. Королева меча. Может быть, вы были в отношениях, где вам приходилось защищаться от такого острого, жестокого мужчины. Или это вы, ребенок, ваш отец. И у некоторых девочек, у многих, кстати, это вы и ваш бывший мужчина. Когда вам приходилось с ним сталкиваться и защищаться. И он свою функцию не выполнил, как мужчина. Он не выполнил свою функцию мужа. Он не смог. Он не добился этого. Он не смог выполнить функцию мужа, к сожалению, да. Но это и может быть к лучшему. Потому что если бы такой мужчина, ваш бывший, который был жесток к вам, несправедлив, он уходит, есть вот такая вероятность, вот этот придет совершенно другой, жезловый, то есть энергичный и добрый человек, да. А ведь в отношениях самое главное, чтобы был человек добрый. Уходит жестокий человек, который вас не понял и обижал вас за то, что вы хотели, чтобы отношения перешли на новый уровень, чтобы ушла руганина из ваших отношений. Он не мог без руганины этой жить, да, и поэтому он уходит, навсегда уходит. Теперь две позиции, что придет. Что придет вот-вот на пороге, и здесь в этой позиции. Кстати, вот если бывает, что здесь карты сложные, их можно смягчить. Это магическая позиция. Но сейчас посмотрим, что здесь придет. Вот придет очень хорошо жезлы, и это 10 жезлов. Посмотрите. Вы устали от прошлых отношений, но 10 жезлов – это очень хорошая карта, потому что своя ноша не тяжелая, и ваша ноша вашей прошлой жизни и всех перипетий, которые вы прошли, она не тяжелая. Почему? Потому что этот расклад магический. Он даст вам возможность именно в процессе этого расклада, вот сейчас, когда вы смотрите, сделать вот такую ритуальную, очистительную возможность у вас сейчас будет, да. Прошлое мы высушиваем, все негативные, отрицательные эмоции вот здесь. И оставляем из прошлого только информацию. И вы сейчас находитесь в покое, пока я делаю этот расклад, чтобы восстановить ваши силы. И в ближайшем будущем буквально он встретится. Я вижу, что он уже устал вас искать, поэтому в ближайшем будущем он вам встретится. Еще у нас есть здесь 6 пентаклей. А это карта, когда так благословляет вас Вселенная. Пентакли, когда в раскладе на отношения, всегда они показывают ценного мужчину, да, пентакли ценности, золотые ценности, золотой ценный мужчина, который вот сейчас входит в вашу жизнь, энергичный, ценный. Поскольку это карта пентаклей, этот мужчина тоже денежный, значит, он не так уже и молод, потому что если он молод и денежный, может быть, он унаследовал какое-то состояние, да, или вот у него с молодости хорошо все пошло. Но я здесь вижу более зрелого мужчину, у которого уже есть бизнес, у которого уже есть деньги, у которого уже есть платформа под его ногами. Видите, какой зеленый цвет у него под ногами, это деньги. И деньги буквально сыпятся, будет больше. То есть он со временем будет все богаче. Когда он придет к зрелому возрасту, у вас уже будет очень сильный фундамент. Пентакли и пентакли и пентакли кругом. Смотрите, понимаете? Пентакли кругом. И я смотрю, что у него, знаете, он зрелый, наверное. У него не так сразу бизнес шел, а у него взяло какое-то время. И он сейчас вышел из кризиса, и он приближается к своему самому пику благоденствия. Мужчина очень красивый, кстати. Несмотря на то, что он денежный и бизнесмен, часто эти люди бывают зациклены на деньгах, но потому что у них это их основное дело. Они женаты на работе, да, и это нормально. Если вы, девочки, бизнес-вумен, меня смотрят, вы тоже знаете, что вы приходите домой, вы устали. Вы женаты на работе, если вы хотите хорошо зарабатывать. Мужчина уставший придет к вам в жизнь, но уставший от чего? От того, что он работал. И это хорошая, здоровая усталость. Здоровая усталость человека, который работает. А ведь работа, она организует нас, она делает нас интересными, она делает нас, знаете, харизматичными, потому что человек, который любит свою работу, он интересный человек, очень интересный. И если я сравниваю это
позицию будущего, что вот-вот на пороге жезловый человек приходит, десятка жезлов, а вы ведь тоже жезловая, а вы ведь тоже король жезлов, то есть, ну, женщина как вот такая, знаете, твердая, мощная, серьезная женщина вы. Умеете тоже смотреть на жизнь здраво, и он будет уметь смотреть на жизнь здраво. Именно это вас свяжет друг с другом. И он, и вы умеете смотреть на жизнь здраво. Очень похожие люди. Вы даже будете где-то похожи внешне. Люди заметят, что они похожи друг на друга. Вам могут даже делать комплименты. Вы брат и сестра или вы живете давно? Потому что часто супруги бывают похожи вместе друг на друга. Но в этом случае вы похожи будете друг на друга, потому что вы уже встречались в прошлых жизнях. В прошлых жизнях вы были муж и жена. Понимаете? Поэтому вот из прошлых жизней эта схожесть есть. И вы здесь счастливая. Вот самый главный вопрос, как я тебя узнаю, мой будущий муж? Потому что счастье будет у меня на лице написано, когда я буду с тобой разговаривать. Интересно, что он будет отражаться в вас. И вот именно эти карты так уникально показали. Я никогда раньше не читала расклады на эту тему. Хотя у меня есть такие расклады. У меня много раскладов на эту тему, как я себя узнаю, потому что я посмотрю в зеркало, и я увижу свое счастливое лицо. Вот так я узнаю тебя, потому что мне будет очень как-то спокойно внутри, спокойно и приятно. Я не буду стараться там показать себе свою левую сторону, если моя левая сторона более выигрышная, чем правая. Я буду знать наверняка, что не в этом дело. Что не в этом дело. Он вас считает, вашу душу он считает на уровне души, а вы считаете его душу. И вот это прикосновение души, там не нужно никаких внешних признаков. Хотя внешне он тоже будет интересный, красивый мужчина. Жезловые всегда очень красивые люди. Если у вас страхи относительно встречи будущего мужчины, вот эти две карты покажут. Ну, двойка меча, конечно, показывает есть. И страхи в основном связаны, понимаете, потому что мечи были вот здесь, где уходит это навсегда. Бывший больше не вернется, в смысле по характеристикам. Такой мужчина, как бывший был, вы уже проработали эту карму, он больше не вернется к вам такой. Будет новый. Страхи есть, что будет у вас борьба с новым, такая же, как и была борьба с бывшим. Не бойтесь этого, это не будет происходить так. Эти страхи, они не нужны вам, потому что новый мужчина будет совершенно другой, не бойтесь этого. Итак, пятерка жезлов, страхи, что нужно будет считать копейки где-то, да, что энергии не будет хватать на жизнь, потому что так было с бывшим. Не хватало энергии, он воровал у вас энергию, он такой вампир был, он забирал у вас всю энергию. И вы думаете, что этот мой будущий тоже будет у меня энергию забирать? Нет, совершенно не так. Он не будет у вас забирать энергию. Вы будете абсолютно свободны от этого. То есть он, наоборот, будет дополнять вам энергию. Видите, вы здесь король жезлов, то есть человек, ну, король-человек, вы женщина, конечно, красавица, но король – это тот, который владеет энергией, который может всем вассалам своим ее отдать, да. Так что вы боитесь, что вы растеряете с ним энергию, что какие-то крохи будут у вас оставаться, все ему отдадите, как вы отдавали своему бывшему всю свою энергию. Но это будет по-другому теперь. Вы можете не переживать на этот счет, поскольку карта пятерка жезлов говорит, что это только ваши страхи. Только ваши страхи. И этот расклад, он целебный, что касается страхов, он убирает страхи, естественно. Потому что карты, они не просто предсказывают, они еще и исцеляют. Давайте посмотрим еще позицию будущего. Вот это очень важная позиция, естественно, самая важная. Ну хорошо, будет новый мужчина в вашей жизни? Конечно, будет, но безусловно. Но будете ли вы с ним жить долго и счастливо, или это будет мимолетный мужчина? Потому что, может быть, и это мимолетный, знаете, как у Пугачевой. Помните, 3 счастливых дня было у меня? Эта позиция покажет, это на 3 счастливых дня или это на будущее, там, 60 лет, да, или еще больше. Смотрим. И что мы здесь видим? Представляете, да? Карта говорит сама за себя. Это королева жезлов. Вот вы себя сейчас видите короля жезлов, который все берет на себя, потому что, может, или вы в ущербных отношениях сейчас, что-то не нравится, вам тяжело нести, да?
Или же вы сейчас всю ответственность взяли на себя. И за детей, и за маму, и за работу, и за кухню. Всю ответственность на себя взяли. И дом, ну все на вас, все на вас. Вообще мужчины нас так нагружают сейчас, да. Или, может быть, даже у вас сейчас нет мужчины, скорее всего, потому что король здесь жезлов. Но ваша суть не изменится. Вы королева жезлов здесь. Ваша суть сама не поменяется. Вы останетесь жезловым человеком. То есть человеком, который может восполнять свою энергию. Вы останетесь тем человеком, который от природы сильный. От природы он может творить, он может созидать, жезл созидания. Вы останетесь тем человеком, который знает свой жизненный путь, знает свое жизненное предназначение. И, кстати, эта карта тоже показывает, что в будущем у вас будут лучше доходы, финансы. Вы сможете себе позволить какие-то крупные, серьезные покупки. Во-первых, потому что вы будете тоже жезловым человеком вместе. Да? Вы не будете больше с королем меча, где вам нужно было тоже защищать себя постоянно. Да? И это была не ваша роль, вам трудно было ее играть в жизни, поскольку вам не свойственны такие черты споров, разборок, да, не свойственны. Вам приходилось ему подыгрывать, может быть, но здесь, в будущем, вы женщина уже, которая расцвела в отношениях с лучшим человеком, который был вам предназначен судьбой. И это новый мужчина, потому что здесь паж чаш. Паж – это новый человек, это новичок. И такую любовь, как вы будете испытывать вот с этим новым человеком, вы никогда раньше не испытывали. Но я уже сказала и раньше относительно других позиций, то есть эта позиция подтверждает другие позиции, что с этим новым человеком эти чувства, которые вы будете переживать, они будут для вас новые. И что самое лучшее здесь вышло, вот эта дополнительная карта. Помните, мы взяли ее дополнительную карту? И так повела моя рука, потому что рукой предсказателя всегда ведет сама ваша судьба. И ваша судьба – это король чаш. Кто бы там что ни говорил, не знаю, но я карты читаю эзотерические. И второй чаши – это любовь. А король чаш – это тот единственный мужчина, который сделает вас счастливой женщиной, который даст вам силу, который не будет забирать силу, как раньше вампир, король меча, а будет вам давать силу, потому что король чаш – это всегда влюбленный в вас мужчина. Это всегда такой мужчина, который ради вас готов свернуть горы. Это всегда король чаш. Так что король чаш – это тот, который вас любит. Который вас любит. Прекрасно, да? Вот такое будущее у вас с ним. Любовь. Полная любовь. Новая любовь вами пока еще не пройденная, новый этап. Вы знаете, девочки, такое чувство здесь, что даже кто в отношениях где-то лет 30, да, я вот вижу, что, может быть, ваш мужчина новой стороной повернется, и это он новый. А мы ведь каждый день новые. Мы каждый день новые. Вот я вот про своего мужа думаю даже. А может, для меня это мой муж, который, он сейчас так меняется, в нем что-то появляется новое. Очень интересно, очень интересно. Я просто свой пример так просто привела, да. Итак, идем дальше. Я хотела бы посмотреть итог расклада. Итог расклада у нас в правом верхнем углу. Смотрите, вы все равно боитесь. Вы боитесь, потому что это тройка меча. Вот здесь интересно, что на этой карте показано, что вы боитесь, что будете тащить нового мужчину, так как и прошлого. Девочки, чтобы это сбылось, предсказание, нужно довериться, нужно просто расслабиться, получить удовольствие от расклада, потому что только тогда подсознание может начинать вам искать его и вести вас интуитивно к нему, да. Некоторые девочки, я вижу здесь на этом раскладе, кто пришел, так не расслабились. Они говорят, ну да, давай, говори. А вот я не верю, потому что вот такие мне уже, кстати, это особенно девочек касается тех, кому уже 2 раза попадались плохие мужчины. Потому что здесь 3. Здесь вы и еще 2 вот таких, которых вы тащили на себе, как непотребный чемоданчик. Помните, на полочке лежал чемоданчик. Я его выброшу в окошко. Давайте его сейчас выбросим в окошко. Ну, может, кто-то и улыбнулся, но такой поток идет. Вот как чемодан без ручки был мужчина,
когда-то у вас. Выбросить его нужно обязательно. Не бойтесь, не бойтесь. Девочки, нужно верить. Нужно верить, потому что здесь пентакли. Посмотрите, какой урожай. Какой урожай здесь. Какое богатство. Вы еще у моря с ним будете жить. Или вы к морю с ним будете ездить. У него будут на это средства. Да и вы расцветете в его присутствии. И у вас даже бизнес пойдет, реализация себя произойдет. Я вижу в итоге, что, девочки, чтобы расклад сбылся, нужно абсолютно просто расслабиться и дать подсознанию считать эту виртуальную реальность, которая... Вообще все виртуальное начинается. Помните, как в Библии было слово раньше, а потом смотрите, да. Итак, что я здесь вижу? Я вижу башню. Я вижу башню. Башня – карта сложная. Она говорит о том, что вам уже не нужно будет больше стараться. Понимаете, когда мы строим башню, мы напрягаемся. Вы так сильно напрягались в прошлых отношениях, вы так сильно напрягались, что вы просто потеряли веру многие. Многие потеряли веру. Я знаю, мне девочки пишут, что современные мужчины, вот как в раскладах часто бывают, их трудно найти. Но я уверена, что из 7 миллиардов можно найти. Понимаете? Просто мы, девочки, иногда опускаем руки. Ну, один попался плохой, другой попался плохой. Я вижу по тройке меча вот здесь, что, может быть, 2 у некоторых попались неважные люди, да, которых вы тянули, и они вампирили за ваш счет. Но, посмотрите, нужно же верить, что будет король чаш. Нужно же верить. И не старайтесь строить башню, не старайтесь строить сами что-то свое, да, а просто расслабьтесь. Здесь построительство такое с напряжением. И оно говорит, это может помешать. Потому что новый мужчина на пороге. Карта тройка жезлов говорит, он обязательно будет. Будет влюбленный в вас человек, с которым вы будете счастливы. Что может помешать? Вот эта оппозиция карта, башня. Говорит, что вы строите себе какие-то иллюзии. Вы, во-первых, боитесь, что будет повтор. Да, вы боитесь, может быть, что вы уже старше, что вы уже уступаете в своей свежести, там, первозданной свежести девочкам. Но все меняется. Эти девочки, они тоже отцветут, потому что 16 лет бывает только один раз. Когда-то моя бабушка пела мне, в жизни только раз бывает 18 лет, по-моему. И эта свежесть, она ему не интересна больше будет, потому что он ищет душевной, духовной свежести у вас. Вы поняли меня, да? Так что не нужно оппозицию обращать внимание, потому что оппозиция – это ваш вот это внутренний саботаж, ваш внутренний враг. Я посмотрю, что это за оппозиция. Ваш внутренний враг, который мешает вам. Иерофант. Иерофант говорит, да, так оно и есть, старший аркан. Иерофант. Он говорит, послушай, вот книга, видишь? Он говорит, послушай, не сомневайся. В твою книгу жизни записан новый человек. Не нужно эту башню, не нужно сомневаться. Доверься высшим силам, потому что есть в хрониках Акаши для тебя записан новый человек. И здесь интересно, что если вы внимательно взглянете на карту Иерофант, вы увидите, что в руках у него сомкнутый лист бумаги. Очень интересно, правда? А это те хроники Акаши, те записи, которые вас напрягают, которые вырваны уже из этой книги. То есть прошлое аннулировано, жестокое прошлое. Вы знаете, есть такое понятие, как закрыть файлы. Вот он закрыл файлы. Иерофант, конечно, духовный лидер, да, как сама ипостасия Бога, Творца. И здесь закрыты ваши файлы прошлого. Они эмоционально высушены. Да, информация осталась. Но эмоции, вот здесь в руке эмоции, он так, знаете, твердо держит этот лист из вашего прошлого, который создает эту башню, оппозицию поиска. Грустное выражение лица ваше, потому что башня создает грустное выражение лица, уходит навсегда. И когда выражение лица ваше изменится, когда в нем появится такое чувство, прошлое ушло, в нем эмоций больше нет, расклад сделал исцеление, эмоций больше нет. Вот тогда вы встретите. Если вопрос, когда встретите, вот именно тогда, когда вот это исцеление произойдет. Чтобы это исцеление произошло, доверьтесь, будут помаленьку изменения, через месяц будете как огурчик, себя не узнаете. И я вижу, что скоро может быть встреча с таким мужчиной. Жезлы говорят о скорости, пентакли говорят о скорости. Мужчина очень интересный, все о нем было здесь описано.
Да? Послушайте, пожалуйста, еще раз, чтобы узнать детали. А я на этом буду сейчас заканчивать. Но, пожалуйста, не включайте видео, потому что, чтобы расклад сбылся, его нужно завершить. То есть его нужно полностью закончить. Здесь вы и он. Я оставляю как оберег. Вы и он. И встреча с ним. Остается оберег вот здесь перед вами, пока я собираю карты. Хочу поблагодарить всех, кто ставит лайки. Лайки – это безденежное спасибо. Огромнейшее вам спасибо. Есть еще денежное спасибо – это донат. Только для тех девочек, у кого есть возможность. Благодарю за донаты. И тоже приходят ко мне донаты. Я могу себе чашечку кофе каждый день позволить. Огромное вам спасибо, дорогие. Донат можно послать на моем сайте kolenatarot.com. Огромнейшее вам спасибо. Там же посмотреть эксклюзивный просмотр для вас. Одного моего видео с ангелами или защиту от высших сил. Девочки, огромное спасибо за лайки, что делитесь моими видео. Огромнейшее вам спасибо. Я очень счастлива, что я могу для вас делать такие расклады, которые многие мне девочки пишут, что помогают, спасают из тяжелой ситуации, показывают дорогу на будущее, выправляют жизнь. Я очень счастлива. Это все высшие силы делают. Я пишу точные расклады иногда, потому что точные карты, и я доверяюсь высшим силам. Всех вас обожаю, люблю. И подписывайтесь на канал, потому что дружба с ютубером – это подписка на канал. Я с вами дружу, естественно, потому что делаю для вас расклады. А с вашей стороны дружба – это подписка на канал. Жду вас с нетерпением на моих следующих видео. Всем добра, всем любви, всем счастья. Пока-пока.